История 20 века – это, безусловно, история крупных международных корпораций. Эти многомиллиардные гиганты раскинули свои сети по всему земному шару и обрели настолько огромное влияние, что способны на равных вести диалог с правительствами сильнейших мировых держав. Масштабные рекламные кампании тоже уже давно органично вписались в нашу жизнь. У всех из нас есть хотя бы один знакомый, который собирал крышечки, вводил промокоды или любым другим способом ввязывался в эту забавную игру. За свои труды он получал фирменную кружку, некогда модный MP3-плеер или в случае особой неудачи утешительные 100 рублей на телефонный баланс. Как правило, от подобных акций выигрывают все. Счастливые победители радостно хвастаются своими призами перед родственниками, а солидные люди в роскошных кабинетах увлеченно подсчитывают прибыль. Но бывает и такое, что безобидная рекламная акция может привести к многомиллиардным убыткам, массовым беспорядкам и испорченным отношениям между странами. В начале 90-х Pepsi пыталась прорваться на филиппинский рынок, где уже доминировала Coca-Cola. Это был 12-й по величине рынок безалкогольных напитков с быстрорастущим населением в 62 миллиона человек. Для этого была придумана очень интересная и, казалось бы, удачная рекламная кампания. Под крышками бутылок акционной серии находился трехзначный номер, от 001 до 3 девяток соответственно. Раз в неделю по телевидению объявляли выигрышные номера, обладатели которых получали денежный приз. Самый маленький равнялся 100 местным песо, а главный же составлял целый 1 миллион песо, что на тот год равнялось целым 40 тысячам долларов США. Стоит понимать, что уровень жизни филиппинцев тех лет нельзя назвать высоким. Экономика была слабой. Множество людей изо всех сил пытались свести концы с концами. Десятки миллионов людей работали на рисовых полях и других физически тяжелых низкооплачиваемых работах. Чтобы заработать сумму в 1 миллион песо, простому местному работяге пришлось бы работать десятки лет, а кому-то и вовсе всю жизнь. Люди включали телевизоры и видели, как такие же простые труженики каждую неделю получают путевки в новое богатое будущее. В тот момент каждый житель уверовал, что именно ему может улыбнуться удача. Многие тратили последние сбережения на заветные бутылочки и с замиранием сердца наблюдали судьбоносный телеэфир. Для компании все шло как по маслу. Доля рынка Pepsi выросла с 4 до 25%. Благополучно было разыграно уже 18 главных призов. Но 25 мая ночной эфир второго канала изменил все. Ведущая объявила: победный номер на миллион песо – это 349. В этот момент по всей стране возрадовались и заплакали от счастья десятки тысяч людей, сжимавших в руке заветную крышечку. Как же так получилось? Согласно официальной версии самой компании, победных миллионных крышечек должно было быть всего 2. Но из-за сбоя компьютера их выпустили целых 800 тысяч. Самое интересное началось утром. Десятки и сотни тысяч людей ринулись получать свои призы, в совокупности составлявшие баснословные 32 миллиарда долларов. Естественно, компания никак не могла выплатить такую сумму. Но люди требовали свое. После долгих совещаний Pepsi наконец озвучила свою позицию. Держателям крышек была предложена утешительная компенсация доброй воли в размере 18 долларов. 486 тысяч человек предложение приняли, что тут же стоило компании почти 9 миллионов долларов. Но остальные сдаваться не собирались. Начались массовые беспорядки. 3 десятка фирменных грузовиков были опрокинуты, сожжены, забросаны камнями или иным образом осквернены протестующими, многие из которых вышли на улицы с плакатами и мегафонами, чтобы выразить свое недовольство действиями компании. Корпоративные офисы Pepsi были атакованы коктейлями Молотова и самодельными взрывчатыми веществами, которые летели в окна. Одна самодельная граната, предназначенная для грузовика, пала рядом со школьной учительницей, убив ее саму, 5-летнего ученика, и ранив еще 6. Наиболее разумные объединились в коалицию 349 и начали вести с ненавистной компанией юридическую войну. На фоне конфуза конкурента продажи Coca-Cola подскочили в 3 раза. Обострились отношения между Филиппинами и США. Но вскоре, как это обычно и бывает, протесты сошли на нет. Доля Pepsi постепенно пошла в рост и вскоре стабилизировалась, хотя уже не возымела былых величин. Судебные тяжбы с коалицией 349 длились более 10 лет, и точка была поставлена лишь в 2006 году. Верховный суд Филиппин постановил, что Pepsi не обязана производить выплаты, так как всему виной послужила техническая ошибка. Во всей этой истории есть еще один интересный момент. Помимо номера на крышке существует и так называемый код безопасности. Именно он и дает право на выигрыш.
Хоть Pepsi и выпустили сотни тысяч победных номеров, но вот тех самых победных кодов на них не было. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!